Эфир позволил ранним инвесторам увеличить свои вложения в сотни, тысячи и даже в десятки тысяч раз. Эфириум дал им шанс изменить свою жизнь навсегда. Но эти времена прошли. В 2025 году хоть сколько-то ощутимую прибыль по эфиру получат лишь те, кто откупал его на самых низких значениях за последние 3 года, на отметках в районе $1000. Про эфириум я уже снял отдельный ролик, в котором подробно разобрал все существующие проблемы эфира. От архитектурных недостатков и медлительности разработчиков до причин неудачи ETF на эфириум. Возможно, это лучший ролик про эфириум на русском языке. Однако в том же ролике я говорил, что экосистема эфира огромна. И там достаточно проектов, которые гораздо более перспективны с точки зрения доходности, чем сам эфир. 2 таких проекта мы и рассмотрим в этом и следующем ролике. Говорить мы сегодня будем про токен протокола в сети эфириум, который на момент своего появления в 2024 году предлагал держателям эфира уникальный функционал. Более того, запуск этого протокола был одним из самых ожидаемых событий за всю историю блокчейна эфириум. Речь пойдет про Eigenlayer, протокол, который впервые предложил пользователям эфира возможность рестейкинга. Eigenlayer был основан Срирамом Кананом, профессором информационных наук Вашингтонского университета. Профессор обратил внимание на одну из фундаментальных проблем безопасности в экосистеме эфира, которую мы разберем дальше, и нашел способ ее решения. Стандартный процесс стейкинга предполагает длительный период блокировки токенов эфира. Протокол Eigenlayer дает возможность использовать замороженный в стейкинге эфир и получать сразу 3 вида вознаграждения. Во-первых, вы продолжаете получать стандартный доход от стейкинга, который, как я уже говорил в ролике про эфир, сейчас в среднем составляет от 2,5 до 3% годовых. Во-вторых, вы получаете дополнительные вознаграждения от сторонних проектов, которые повторно используют ваш уже застейканный эфир для обеспечения собственной безопасности. И в-третьих, вдобавок ко всему, вы получаете за это нативный токен самого протокола – Eigen. Но как это работает? За что именно дается награда? Попробуй объяснить это просто, без сложных и нудных терминов. Безопасность сети эфириум обеспечивают валидаторы, пользователи, которые держат более 32 эфиров в стейкинге. И их достаточно много для того, чтобы основная сеть была защищена от атак. И обычным приложениям в сети эфира собственные валидаторы не нужны, так как их безопасность обеспечивает сеть. Однако в сети эфириум существуют проекты, которые не могут воспользоваться системой безопасности эфира. Сюда входят сайдчейны, например, Polygon POS, Validium, например, Sorare, Oracle, блокчейн-мосты и некоторые другие проекты. И всем этим проектам нужна собственная система безопасности со своими валидаторами. Однако валидаторов надо привлекать, их надо вознаграждать, а также неплохо было бы еще и обеспечивать их корректное поведение. При этом, чем валидаторов меньше, тем проще атаковать сеть. Но, как вы понимаете, содержать большое число валидаторов – это большие затраты. Поэтому многие криптопроекты не обеспечивают достаточное для своей безопасности число валидаторов. Именно по этой причине вы часто могли видеть новости о том, что тот или иной криптопроект был взломан. В марте 2022 года был взломан Ronin Network, сайдчейн, созданный специально для популярной игры Axie Infinity, чтобы снизить комиссии для игроков. Ущерб составил $625 миллионов. В августе 2021 года был взломан Poly Network, протокол для перемещения активов между различными блокчейнами. Ущерб составил $611 миллионов. И это лишь 2 самых известных случая из множества. Рестейкинг от Eigenlayer – это один из самых доступных способов решения данной проблемы. Протоколы, которым требуются валидаторы для обеспечения безопасности, могут воспользоваться услугами валидаторов эфириум, которые присоединились к Eigenlayer, и оплачивать эти услуги своими токенами. Это позволяет криптопроектам обеспечивать безопасность, имея достаточно ограниченные ресурсы. Поскольку в экосистеме эфира протоколы и приложения могут быть очень тесно связаны между собой, взлом одного элемента может нанести ущерб всей экосистеме. Поэтому можно сказать, что Eigenlayer выступает в качестве общего слоя безопасности, повышая уровень безопасности всей экосистемы блокчейна эфириум. Как выглядит техническая сторона работы Eigenlayer? Протоколы, которые нуждаются в услугах валидаторов, называют Active Validated Services, или AVS. Пользователи предоставляют свои застейканные токены эфира для рестейкинга и получают за это награды. А операторы – это промежуточное звено и технический исполнитель, который использует эфиры пользователей для обеспечения безопасности AVS, за что забирает себе комиссию, которая в среднем составляет 10% с доходов пользователей, но также несет обязательства по отношению к AVS и по отношению к протоколу Eigenlayer, за невыполнение которых он будет оштрафован. Также оператором может стать и владелец собственной ноды в сети эфириум. Для этого ему нужно лишь подключиться к специальному смарт-контракту – EigenPod. Если подвести все это к максимально простой мысли, то Eigenlayer – это как Airbnb для валидаторов. Как выглядит процесс рестейкинга с использованием Eigenlayer для рядового холдера эфира, у которого нет собственной ноды? Вы берете свой эфир и заносите его в протокол ликвидного стейкинга, например, Lido Finance. Получаете ликвидный токен эфира и заносите его в Eigenlayer. Все. Теперь вы получаете доходность за стейкинг эфира,
плату за обеспечение безопасности других протоколов и нативные токены Eigen. Но даже этот процесс можно упростить с помощью экосистемы Liquid Restaking протоколов, таких как FRFi, Puffer Finance, HelpDAO и других. Пользователь отдает им свой эфир или ликвидный токен эфира, они делают все остальное. Заносят его в EigenLayer, выбирают операторов, делегируют AWS сервисам и управляют наградами. Взамен пользователь получает ликвидный рестейкинг токен, например, эфир от FRFi, который можно дальше использовать в DeFi. И тут вы можете сказать: окей, механизм интересный, но зачем мне инвестировать в токен Eigen? Какую роль он играет? Это правильный вопрос. Отвечаю. Во-первых, число протоколов в сети эфира, которым требуются валидаторы для обеспечения безопасности, те самые ВС со схемы, только увеличивается, поскольку экосистема эфира активно развивается. Спрос на услуги EigenLayer будет только расти. И самое главное, что протокол EigenLayer на этом зарабатывает уже сейчас. И планируется, что в будущем часть дохода протокола EigenLayer будет распределяться между теми, кто стейкает Eigen. Как только сообщество EigenLayer проголосует за это решение, это станет сильным бычьим катализатором для токена Eigen. Во-вторых, токен Eigen нужен для управления протоколом, поскольку голосовать могут только его держатели. Более того, для использования функционала EigenLayer операторы обязаны застейкать токены Eigen. И на то есть причина. Внутри протокола EigenLayer действует механизм, который именуется дополнительным межсубъективным слэшингом. По сути, это разновидность голосования, который позволяет на уровне протокола конфисковать, или иначе говоря слэшнуть, застейканные токены Eigen недобросовестного валидатора. В общем, как вы уже поняли, утилитарная составляющая у токена есть. В-третьих, это спекулятивная ставка на нарратив. EigenLayer – абсолютный лидер в сфере рестейкинга. Если хайп вокруг EigenLayer сохранится до начала полноценного альтсезона, а пока он сохраняется, поскольку это действительно функциональный продукт, то токен Eigen без каких-либо сомнений окажется в центре внимания спекулятивного капитала. Стоит упомянуть и флагманский AWS от самой команды EigenLayer – EigenDA. Это сервис доступности данных для L2 сетей, прямой конкурент блокчейна Celestia на этом рынке. На самом деле статистика рестейкинга через протокол EigenLayer реально впечатляет. На конец сентября 2025 года в рестейкинге находится 8 миллионов 300 тысяч эфиров, что более 6% всех существующих эфиров. При этом токен протокола, Eigen, на момент записи ролика обладает достаточно скромной капитализацией в 580 миллионов долларов и находится на 111-й позиции на CoinMarketCap. При том, что чистый TVL проекта составляет 19 миллиардов долларов, и это в 33 раза больше его капитализации. И хотя прямое сравнение капитализации TVL не совсем корректно, в то же время соотношение рыночной капитализации к TVL является ключевым показателем в DeFi. Значение этого коэффициента значительно ниже единицы обычно рассматривается как признак недооцененности актива. Для Eigen этот показатель экстремально низок, всего 0,03. Почему так, вы узнаете дальше. Сам токен Eigen на момент записи ролика стоит $1.70. К сожалению, вокруг EigenLayer есть ряд скандалов, а также уже традиционное для экосистемы эфира неблагоприятное для рядового инвестора распределение токенов. Было бы неправильным умолчать об этих проблемах. Во-первых, серьезные вопросы вызывал процесс добавления новых проектов в протокол EigenLayer. Схема была простой. EigenLabs передавала новым проектам в своей экосистеме списки кошельков своих сотрудников. В ответ эти проекты в качестве благодарности за то, что рестейкинг работает гладко, отправляли на эти кошельки подарки в виде своих токенов на десятки тысяч долларов. Все это можно назвать простым словом – взятка. После распространения информации о подобных методах в Твиттере, EigenLayer официально запретила сотрудникам принимать такие подарки. Тем не менее, TVL проекта в моменте упал. Во-вторых, удары по репутации EigenLayer нанесли из самого сердца экосистемы. Два ключевых разработчика Ethereum, Данкард Файст и Джастин Дрейк, стали советниками проекта. Это вызвало бурю негодования в сообществе. Появились прямые обвинения в конфликте интересов, поскольку они могли влиять на развитие Ethereum таким образом, чтобы это было выгодно протоколу EigenLayer. В итоге оба разработчика под давлением общественного мнения сложили с себя полномочия. В-третьих, неудачный airdrop и жадность. Посмотрите на токеномику, которую вы видите сейчас на экране. Почти 30% токенов забрали венчурные фонды. Еще 25,5% досталось команде основателей. В итоге 55% токенов в руках инсайдеров. И лишь 15% ушло на airdrop для ранних пользователей. Но это только половина беды. Команда EigenLayer решила не допускать к airdropу пользователей из США, Канады, России, Китая, Казахстана. И вообще половина карты Земли, как вы видите сами, закрашена красным. При этом депозиты в эфирах от пользователей из этих стран команда EigenLayer принимала с радостью. А те пользователи, которым airdrop остался доступным, изначально получили только 5% от объема токенов. И не могли их никуда переводить. Токены были непередаваемые. Теперь о самом главном. О разлоках. Токен Eigen стал передаваемым 30 сентября 2024 года. Это запустило годичный период блокировки токенов для команды инвесторов, который продлится до 30 сентября 2025 года.
Сразу после этой даты, в октябре, начнутся ежемесячные разлоки по 4% в месяц в течение 2 лет. С высокой вероятностью в первые 2-3 месяца разлоков токен Eigen окажется под давлением и будет снижаться. Именно поэтому, несмотря на фундаментальную силу самого проекта, я не спешу покупать токен прямо сейчас. Для меня это классический случай, когда нужно разделять сильный продукт и его токеномику. Поэтому я планирую искать точки входа в Eigen в конце 2025 года. Но только если общая ситуация на финансовых рынках будет этому способствовать. К слову, инфляция за первый год существования токена Eigen составила 4%. Кстати, есть еще один риск. Рестейкинг – это новая и сложная технология. Любая ошибка в коде одной из ЭВС может привести к каскадному слэшингу и потере средств валидаторами. Вероятность такого события низкая, но его последствия могут быть катастрофическими, и не только для самого Eigenlayer. Если в рестейкинге Eigenlayer окажется более 50% токенов эфира, то это приведет к серьезному урону всей экосистеме эфира. Это потенциальный черный лебедь. Итак, что мы имеем в сухом остатке? Eigenlayer – это не просто очередной DeFi протокол в сети эфира. Это фундаментальный сдвиг в безопасности экосистемы Ethereum. И TVL проекта это подтверждает. Ставка на Eigen – это ставка на то, что рестейкинг станет новым базовым слоем для всей Web3 инфраструктуры. Потенциал проекта огромен. Но также не стоит игнорировать риски, связанные со сложностью технологии и будущими разлоками. В следующем ролике мы поговорим про действующего короля и самые перспективные с точки зрения инвестирования O2 решений на эфире. Что это за проект? Пиши свои предположения в комментариях, а также подписывайся на канал, чтобы не пропустить, и удачи на финансовых рынках.